да? Вот, примерно так. Вот, Таня, предлагаю тебе Мгм. представиться. Я Татьяна Шиянова. Я смело говорю теперь, что я фармастер, несмотря на то, что у меня высшее художественное модельерское образование, это не мешает мне не переживать о том, что я делала 14 лет в модельерском мире и что я делаю теперь. Почему? Потому что я невероятно рада тому, что моя учеба складывается не только в институтах, университетах, школах, там, у мастеров, а еще и у людей, вот у вас. Потому что кто-то когда-то прочитал, что я написала: "Я была художником-модельером". И кто-то мне в комментариях написал: "Аня, ты не была. Ты просто из модельера одежды стала модельером человеческих душ". И просто подарок. И каждый раз, как я не напишу что-нибудь, кем я была или кем я хотела стать. Недавно я попробовала немножко брутальный образ и попросила у людей написать, какие мысли у них возникают. И у кого-то, конечно, у многих просто какую-то жесткость, структурность возникли мысли. И тогда я поделилась, что достаточно приличный период моего взросления был отведен мечте о том, чтобы стать телохранителем. Вот. И я действительно хотела стать девушкой-телохранителем. Я тренировалась для этого, занималась шоу-конным спортом. Вот. И кто-то мне написал: "Таня, ничего не поменялось, ты просто телохранитель". Это просто потрясающе, как мне люди возвращают, отражают меня, показывают, то, как в меня встраивается все, что со мной в жизни происходило и происходит. И вот это вот самая моя лучшая школа. Я говорю, что ни один, у меня несколько образований, ни один мой там университет, там колледж, училище или что-то еще, не научили меня такой глубине, как меня учат люди. Взаимодействие с людьми. И единственный необходимый инструмент для этого — это наблюдение. Ну, то есть это вот умение удерживаться в состоянии наблюдателя, в состоянии искателя, умение сохранять вот этот, наверное, прям искренний детский уровень любопытства. И вот это все, это самый большой университет в моей жизни. То есть сама жизнь и люди любимые, которые вот в ней присутствуют в большом-большом количестве, это самое мое высшее образование, не требующее диплома. Вот, наверное, такая маленькая вводная про меня. Если прям вот как положено по регламенту, в банном деле я 10 лет. А, в Доульский мой путь меня привел в банное дело, и к Доульскому моему пути 12 лет или больше уже, где-то 12-13, наверное, год. Как я пришла в баню, наверное, самый частый вопрос. Я, когда прихожу на банные какие-то обучения, практически всегда я слышу, что, там, не знаю, каждый или через один, все обязательно с детства ходили в баню, там, не знаю, родились в бане, у всех бабушки, дедушки, или их парили, или мамы, папы, или они потомственные там знахари, банщики, что-то такое. И мне иногда хочется сказать, что мне, конечно, не так повезло, мне просто повезло по-другому. Просто по-другому повезло. У меня всего этого не было. У меня вполне была светская жизнь. Я родилась в городе Баку, в Азербайджане, в культурной столице. Я зрела потом за полярным кругом в тундре, в военном гарнизоне. Нигде бани не было. Единственное упоминание бани в моей жизни, что у моей мамы в трудовой книжке записано, что она банщица. У меня мама в трудовой книжке профессионально записана банщица, потому что на период жизни в гарнизоне какое-то количество времени она работала в бане, выдавала матросам полотенца, тапки, тазики и мыло. Вот, так что мама у меня банщица в трудовой книжке, а я продолжитель династии, видимо. Вот, все время мне это так смешно. И никогда бани в моей жизни не было. Баня в мою жизнь пришла с рождением моих детей. Второй мой ребенок захотел родиться дома, и мне нужно было найти акушерку. И домашние акушерки в Питере, я не знаю, как в других городах, достаточно часто ведут свои приемы, встречи, знакомства в бане. Так я попала в баню, это была регулярная семейная баня, но от того, что мы с вами про баню знаем, там не было ничего. Я это называю эффект электрички или трамвая в час пик, когда ты там забежал, все везде стоят, сидят вот так, там кто-то подкинул, ты по инерции вылетел, потому что тебя просто физически взрывной волной оттуда выкинуло. У кого-то, по-моему, микрофон работает фоном. Вот. И там никакой эстетики бани для меня не было, ничего там такого банного меня не впечатлило. Но рождение своих детей меня привело в доульство.
И вот доульство, оно постепенно привело меня к бабе Юле, да. Баба Юля меня ввела в банный мир, вот в его сакральные ворота, да. И пока я там в этом, банном мире топала, я поняла, что вот эта забота, которую через повивальную баню мы даем женщине после родов, она как бы немножко до бы еще хорошо. Потому что ты видишь, каким вагоном всего она приходит в повивальную баню, всего того, чего можно было бы а, чуть-чуть мягче пройти, там, начав заботиться о женщине до. Вот тогда еще фокус был только на женщинах. Вот. И тогда из этих повивальных бань родились бани, которые просто бани заботы. Забота о женщине, которые потом, впоследствии на слуху стали как банные круги. То есть я стояла в тех истоках, когда еще этих банных кругов и таких популярных женских бань не было. Вот. И после этого начался путь изучения бани не только с сакральной стороны, потому что, год я походила в бане сакральной, я занималась в одной и той же бане, и мой ум начал анализировать эти процессы, почему одну баню я выстаиваю легко, другую баню в этих же условиях мне выстоять сложно, после одной бани я там потом легко скачу и прыгаю, а после другой мне нужно там неделю лежать. Понятно, что тут вопросы не только физического аспекта, но и тонкого плана, да, пока ты учишься быть в тонком плане. Но я понимала, что просто физические аспекты тоже какое-то очень сильно разное влияние, значение и ощущения имеют от бани к бане. Вроде баня одна, а ощущения внутри нее разные. И тогда я пошла искать ответы на простые вопросы физического мира. Что это за пар, из чего он там состоит, как ним управлять, почему он сегодня такой, завтра такой. Но не только же бури и настроения, да, на все влияют, и ретроградный Меркурий. Вот. Тогда я пришла от бабы Юли, дальше попала в руки к дедушке. У меня появилась банная бабушка и банный дедушка. Я попала к Николаю Николаевичу Петрову, дедушке русского пара, и он мне на графиках с измерительными приборами объяснил, что там еще в этом банном мире, кроме сакральных тонких материй, происходит. И тогда я вот встала, я считаю, что я стою твердо посередине между миром сакральной бани и между миром, как же сказать, материальной, физической бани. Будет так, нет, по-моему, для этого какого-то специального названия. Вот, я равносильно люблю этот мир и этот, я вижу пользу их взаимодействия, я вижу, как усиливается, скажем так, можно усилить магию, понимая, из чего она состоит. Вот такой у меня был вход в баню, и вот тут я теперь стою. Посередине твердо на мостике между этими двумя мирами с очень большим удовольствием соединяя их, соединяя людей из того и этого мира, регулируя какие-то конфликты между тем и этим банным миром, и являясь вот как бы его таким продолжением квинтэссенции всего, что мне известно из опыта предков и того, что мы сейчас открываем, такой какой-то научно-познавательной бани, околомедицинской. Вот, мне нравится это соединять. Я вижу в этом только усиление, только плюс. Я ответила на часть или на весь твой вопрос, Лена. Готова, наверное, ответить на следующий. Ну, я думаю, да, очень интересный у тебя такой путь получается. Когда заходишь в баню из серии вот не был, потом стал ходить, а потом стало настолько интересно, что пошла дальше. Кстати, так многие, я слушаю пармастера, они так и делают. Они сначала приходят в баню и начинают видеть ее по-другому, потом говорят: господи, я хочу там еще и понимать больше и делать. То есть не просто быть участником бани, а именно вот работать там. Осчастливливать других людей, я бы так сказала. Видишь, как я не была участником, я сразу зашла в нее. То есть я была вот этим участником, то, что там и в беременности я хотела, это вот такое вот далекое представление бани, а то, что как бы я сразу зашла в нее, как бы мое большое удивление в моей истории становления, что я сразу зашла в нее как деятель, не как гость. Чудесно. А можешь тогда еще сказать такой вот интересный вопрос? Не знаю, поймешь ли ты, что я имею в виду. Можешь ли ты сказать, а какая баня твоя? Вот твоя баня, как ты ее видишь, банный процесс, задачи, я не знаю, этой бани, что там вообще происходит?
Много всего. Давай сначала возьмем, как я люблю про людей, если мы говорить начинать от тела, от базы, от вот этого плотного, понятного, структурного в этом мире проявленного. Я также, наверное, хочу немножко сказать про баню, что на протяжении 10 лет мое отношение и понимание правильной бани, у меня такого слова сейчас вообще нет в обиходе, правильно, неправильно, если проскакивает, я сразу его немножко поясняю. Но на пути становления, да, мы же как бы, это путь. Вот, на пути становления было очень модно у нас, какая баня правильная, какая баня здоровая, какая нездоровая, вот эти вот все дуального мира маркеры. И, естественно, я была там долгое время адептом мягкой бани. Я ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто является адептом мягкой бани и сейчас, но в том плане, что для меня было понятие, то есть я, ну, так вот я услышала, так мне понравилось, так я попробовала, так я действовала, да, что вот эта вот баня низкотемпературная, только она правильная, только она здоровая, все остальные неправильные. И когда я шла по своему банному пути из опять позиции наблюдателя, смотрела за тем, за тем, за пятым, за десятым, да, про эти общественные бани, которые там филиал ада, группа БДСМ и все дела, за этим, то есть, конечно, осуждающий, что вот это неправильно, только у нас правильно, надо же выпотеть сначала то, ну, как бы, вот. В результате, прикоснувшись к одному виду бань, к другому виду бань, наблюдая те, пятый, десятый, но оставаясь адептом одной, параллельно живя свою обычную жизнь. У меня, понимаете, как вот для меня моя баня, хотела сказать, мой образ деятельности, мне сложно назвать это работой, потому что это мой образ деятельности, мой образ жизни. И процессы, и схемы, и правила понимания чего-то в жизни, они абсолютно ложатся точно так же на процессы понимания того, что что-то там в бане. Так вот, проходя что-то в жизни, какие-то жизненные этапы, проходя что-то в бане, как в процессе своем творческом, рабочем, тоже самовыражение и самопознание, и познание мира, вдруг для меня открылась такая на данный момент работающая истина, да, то есть у меня есть понятие, что истина, она как бы изменна, такая изменчивая может быть истина, потому что постижение истины процесс. Вот. И попадаются новые вводные данные, меняется обстановка, среда, ты сам, и как бы твоя истина заворачивает во что-то следующее. Вот. В общем, на данный момент моя истина заключается в том, что все в этом мире инструмент. Вообще абсолютно все, начиная от чего угодно, там, не знаю, там, молотка, заканчивая мной. И в этом череде, скажем, предметного мира и непредметного тоже, непредметный мир тоже является инструментом, созидания жизни. Баня тоже является инструментом. Если мы переложим на прям язык инструментов и возьмем, например, часовой молоточек, малюсенький, аккуратненький, изящный, и молоток кувалды, и кто-то, каждый со своей позиции, может сказать, это, короче, кувалда, это плохой молоток. Ну, мало чего не может. А молоточек, вот он изящный такой, легенький, хорошенький. А кто-то скажет, что с этим молоточком, блин, дом не построить, там, скалу не проломить, там, путь себе не проложить. Вот кувалда – это как бы дело. Вот. А суть-то, собственно, в чем? Что все нужно применять по назначению. Если мы захотим кувалдой починить часы, ну, как бы, может быть, может какой-нибудь виртуоз, который там блоку подковал, там, и кувалдой починить. А, скорее всего, среднестатистически не сможет человек. Или что-то там дом построить часовым молоточком. Ну, тоже, наверное, не сможет. И там вот эти, и же с ними хороша ложка к обеду, и все остальное туда подходит. Поэтому сейчас для меня нету плохой бани. Есть баня как инструмент. И работа этого инструмента, результат работы этим инструментом зависит от того, кто этот инструмент берет в руки, для кого он берет этот инструмент в руки и какого результата он хочет этим добиться. Вот, поэтому высокотемпературная баня, даже общественная баня БДСМ имеет свой смысл в этой жизни для определенного круга лиц. Вот. Это прям интересная история, могу я отдельно пояснить, если будет интересно. Вот. И баня, конечно, новорожденную маму, конечно, я не поведу в высокотемпературную баню, там задачи другие, да. И там, я не знаю, там, мужчину в состоянии жара, который там
дым из ушей и все дела, я тоже поведу в определенную баню и выстрою там определенный алгоритм действий, да, потому что он пересжатая пружина и сейчас выстрелит. И эту пружину надо аккуратненько туда влезть, и еще чуть-чуть сжать, чтобы вытащить можно было. Вытащить, а потом так открутить и отскочить в сторону. Подождать, пока винта уже в тепленьком состоянии. Вот. А чтобы сжать, нужно другое состояние. Тут мягонькое не подойдет. Вот. Поэтому все хорошо, все бани хороши. Да? Мы просто в какой-то момент становимся тем инструментом, который применяет инструмент. Инструмент от инструмента, дирижер в оркестре. Вот. Поэтому, когда мы с оценочной точки зрения к этому подходим, мы очень, возможно, очень сужаем себе количество инструментов. Но это тоже может быть неплохо. И вообще все в жизни неплохо, нехорошо. Смотря про кого речь. Может быть, начинающий мастер, вот он усвоил какой-то, осваивает какой-то один инструмент. И пока он осваивает этот инструмент, ему свойственно быть в парадигме того, что хорошо только это. Как он его освоит, получит полный спектр вкуса от вот этого. Возможно, ему станет скучновато, поисковый рефлекс, интерес осваивать мир заставит его смотреть по сторонам, и он еще какую-нибудь баню увидит и поймет, что она тоже, в принципе, неплохая, очень даже хорошая и полезная. Только понятно, ну и как не обязательно сама баня, да, а какая-то техника банная, да, какая-то там температура какая-то определенная, еще что-то, да. Вот, и вдруг поймет, что это тоже вполне встраиваемо. Просто нужно понимать физиологию человеческих процессов, как и куда встраивать или не встраивать, и для кого встраивать, да, физику процессов банных самих, да, как этим всем управлять и не управлять. Вот, кстати, в этом плане мне очень нравится вот эта вот некоторая конфликтность мастеров сакральной бани и мастеров, скажем так, физической бани. Не придумали, по-моему, название еще для этого. Мастера сакральной бани часто ходят по тем граням, которые нарушают физиологические и физические законы. Вот. Сейчас будет момент, когда, наверное, станет понятно, почему все-таки лучше с физиками дружить, с банщиками, которые физическую баню все это изучают. Потому что в мире так устроено, что из многих правил есть исключения. Я не знаю, есть ли они из всех, наверное, из всех есть исключения. Ну, скажу так, пока аккуратно. Из многих правил есть исключения. И еще есть другое такое понятие, чтобы правила нарушать, их нужно знать. Абсолютно перекладывая на свое вот большое такое модельерское прошлое, когда ты заходишь на выставку на какую-то и видишь стилизованные картины, стилизованные фигуры, например, но на одни смотришь, у одних авторов, они какие-то гипертрофированные, но приятно смотреть. А у другого смотришь, они вот какие-то гипертрофированные, неприятно смотреть, прям неприятно. Чаще всего это говорит о том, что у одного художника есть классическое рисовальное образование, а у второго нет. У одного есть насмотренность живой, настоящей фигуры, и много-много часов ее рисования, оттачивания, с слепыми глазами завязанными, он может эту фигуру нарисовать эстетично. И уже зная ее, он может ее взять и красиво гипертрофировать, так что любому глазу природно настроенному будет красиво смотреть. Ну, непонятно, но приятно. Вот. А человек, который вот эту структуру исконную, исходную не знает, он рисует, ну, как бы очень аморфно и ни к чему не привязан. Примерно то же самое происходит с нами в бане. Только там у нас еще есть ответственность за здоровье человека и за его состояние. Поэтому, когда я не говорю, что все там, как вообще тогда сакральная баня до нас дошла, когда там вот люди ничего на молекулы не разбирали. Люди тогда вообще как-то по-другому мир воспринимали. У людей было очень наблюдательное мышление, потому что это была основа выживания, нужно было все за всем наблюдать, все, ну, как бы чувствовать взаимосвязи. Поэтому, может быть, не разбирая там под микроскопом что-то, люди что-то просто наблюдали и знали. Это для этого, ну, наблюдение ложилось в основу догмы. Вот. А когда у нас сейчас есть возможность понаблюдать через научный мир, то чего же от этого отказываться? Господи, кто-то пошел, сделал огромную, прям хорошую, основательную работу. Возьми эти знания, примени себе. Не ходи по лезвию вот так, ходи по лезвию уверенно,
Ходи ты по этому лезвию уверенно. Знай, где эта грань, которую можно нарушить. Знай, где эта грань, через которую ты человека можешь как туда воп и обратно. И как бы и уровень ответственности другой сразу. И чувство как бы уверенности, что ли, другое сразу, не знаю. Когда ты на базе на какой-то основан, а не просто вот сейчас так сделаю. Вот. Поэтому вот, возвращаясь к твоему вопросу, вот, ну, вот такое у меня, да, там, одно из моих представлений о бане, там, вот